Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 17 по 23 июня. Давайте будем узнавать, что для вашего знака зодиака нам расскажут карты. Достанем самые главные наши вопросы, зададим по тем картам, которые выпадут. Что важно знать, что скрыто, неожиданности. Будем, конечно, реалистами, мои дорогие стрельцы. Любой прогноз не расскажет о том, что вы чувствуете, о том, что вы переживаете в данный момент. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Жизнь не бывает полностью предсказуема, помним это. Итак, что же важно знать, как видят карты неделю для вас? Чего не избежать неожиданности? Чему сейчас не время? Или что может помешать? Что вам будет помогать, радовать? Что скрыто? И смотрим энергии по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергии денег на неделю, финансы. И личная жизнь. Как видят карты. Что же важно для вас? Ну, какой-то конфликт не подогревать, не увеличивать дистанцию. Это карта первой победы. Победа есть, но нам от нее не холодно, не жарко, может быть тоскливо. Мы где-то потом проанализируем, поймем, что да, не стоило, как и энергию тратить, так и, в принципе, овчинка, может быть, выделки не стоило, чтобы было кому-то что-то доказывать. По этой карте мы можем столкнуться с разными людьми. И карта, тем не менее, говорит о вашей сильной позиции, но это не должно вас побудить на какие-то неправильные подвиги. Вот где-то это важно знать. И, может быть, придется быть дипломатом, мои дорогие стрельцы, а внутри бушует пожар. Хочется всем все сказать, что я думаю. А нас карта останавливает. Нет, тебе это не поможет. Или зачем плодить недоброжелателей, завистников или каких-то, ну, с виду нейтральных людей, которые в последующем как раз могут в самый неподходящий момент подставить подножку. Вот такой тонкий нюанс. Не должно быть пировой победы. Неожиданности. А тут новости какие-то могут ворваться. Или, может быть, это будет связано с человеком или с людьми, которые прежде как раз вам доставили неприятные эмоции. И тут мало мне одного раза, так он еще раз или она свалилась на мою голову. И будет непреодолимое желание, возможно, кого-то куда-то отправить подальше. А карта все-таки, вот две карты, нас больше призывают к хладнокровию. Когда выпадает восьмерка жезлов, здесь больше нам помогает аналитика. Когда мы правильно оцениваем обстановку, новости могут быть самые разные. Это может быть призыв к действию, например, для вас. Давай быстрей, иначе ты упустишь время. Да, по этой карте мы действительно можем упустить время, если мы что-то отложим на потом. Но, а в каком ключе действовать? Может быть, как раз действие будет заключено в том, что вы проанализируете, от чего-то откажетесь. Или сделаете что-то совершенно не так, как от вас предполагают и ждут. Но от поспешных действий, таких необдуманных, с учетом пятерки мечей, все же эти обе карты нас останавливают. Это могут быть и приятные какие-то новости для вас в том числе. И тогда, если вам это помогает, или как какая-то, ну, возможность, может быть, получается у вас на этой неделе какой вопрос решить, закрыть, что какую-то тему, или ну, для себя самого, для себя самой тоже какое-то принять решение, то это со знаком плюс, если оно, опять же, к вашей радости, к вашему благополучию. Но если оно может быть как вот это самое решение, которое вы принимаете на основе обратившихся к вам людей, или вы услышали от кого-то какую-то новость, которая вас, ну, где-то действует деструктивно, то тогда вы можете тоже принять решение. Но я бы не сказала, что вы должны это обнародовать. Все-таки первая карта говорит больше где-то даже о закрытости, мои дорогие стрельцы. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Вы знаете, и тут двояко. У нас принцесса мечей. И в этой колоде карт это прообраз Медузы Горгоны.
Медуза, как известно из мифологии, это была прекрасная дева с белокурыми волосами, которые струились до колен. Здесь как художник изобразил с рыжими волосами. Но с рыжими это чтобы поставить акцент. Рыжий, яркий, совершенно не похожий ни на кого. И Медуза была особо красива. И именно из-за своей красоты она пострадала. Ее возненавидела из-за этого Афина Паллада. И начала ей попросту мстить. Вот это все то, что я по пятерке мечей где-то озвучивала, мои дорогие стрельцы. И она была уверена в том, что Афина Паллада, это же богиня-воительница, она придет на помощь, она ее защитит. Она думала также, что бог Посейдон не посмеет творить бесчинство в храме богини-воительницы, что Посейдон более порядочный, а оказалось, что вовсе нет. И поэтому не будьте наивными, этому сейчас не время. Но и не время себя как бы активно проявить. Сделать какие-то важные выводы вам действительно придется на этой неделе. Окончательные, к чему вы уже никогда не вернетесь. По этим картам спадают розовые очки. Вы можете узнать, кстати, что-то, как сорока на хвосте принесла. И какая-то ваша догадка, мои дорогие стрельцы, на этой неделе может подтвердиться. Но это вас все делает сильнее. Чтобы где-то импульсивность вам не мешала. Или слепая вера. Вот это тоже. Не будьте наивными. Это вам будет мешать. Факт. Но и карты нам все же не говорят, что вы должны буквально объявлять о своем намерении. Или как объявить войну кому-то. Сказать, что ну все, я тебя вычеркиваю из своей жизни. Вычеркните, развернитесь и идите своей дорогой. А человек пусть теряется в догадках. Вот какие-то такие энергии. Тут любая как обнародованная мысль, она в последующем может быть истолкована против вас. Вот на этой неделе. Будьте внимательны. Что вам будет помогать конкретно? Дипломатия. Вот. Вообще любовь. У кого-то это действительно любовь, это искренние отношения. И нам говорит карта, у тебя есть пусть один человек, который тебя любит и к тебе относится откровенно. Который также болеет за тебя душой, возможно, как и ты за него болеешь. Это те связи или те наши контакты, или буквально наши личные отношения, наши любимые, который, союз, точнее, который благословлен на небесах. В этой колоде карт двойка кубков имеет знак божественного благословления кадуцей, который в правом верхнем углу расположен. Поэтому, с одной стороны, дуальная карта, ее можно расценивать как дипломатию, как гармонию в душе, а для кого-то конкретно, если у вас есть такие люди, то вы можете на них опереться. Это те отношения, которые, или люди, которым мы можем высказать, выплакать свою обиду или доверить все то, что может быть где-то несправедливо, то, что у нас болит внутри. Но дипломатом быть придется. Что скрыто? Вот правда, по этой карте, именно в этой колоде карт, туз пентаклей иногда означает, приходит новость, известие, оно нас выбивает из колеи, мы этого не ожидали. Я надеюсь, это не для всех проиграется, но, может быть, 1-2 должен это услышать. И мы как в тупике, или мы обезвешены, или мы шокированы этой новостью. Мы не можем или не знаем, что предпринять. Потом, может быть, пройдут месяцы, у кого-то годы, и вы будете понимать, что да, вот именно это сообщение в этот момент, оно имело смысл, оно имело вес. Но пока мы этого действительно не видим. И у кого-то это может быть как означать поворотный момент в вашей жизни, в вашей судьбе, и вы будете принимать дальнейшее решение. Вы как будто от этого оттолкнетесь. И в чем-то можете поставить точку. Нам не говорят, что мы основываемся на этом. Или не совсем. Если основываемся, то это как наше внутреннее. Но это не то, что мы, опять же, повторяюсь в очередной раз, что мы это как с флагом кому-то несем. Нет, это какая-то внутренняя работа собственной души или собственной ментальности. Хотя я надеюсь, что для большинства из вас все же эта карта может означать конкретно получение денег, которые к вам придут через какое-то время, а вы пока их не видите. Может быть, ваше состояние как раз оно обусловлено тем, что деньги задерживаются, и вы негодуете. Ведь так тоже у кого-то может проиграться. Или по поводу денег вы получили известие, что
Деньги вы вот в ближайшее время, там что-то происходит, может быть, и вам не могут выплатить. Конечно, вы будете злиться, и вам захочется с кем-то разобраться, настоять на своем. И даже, мои дорогие, о чем же нам говорит как раз принцесса мечей? Правда-то за ней, то есть правда за вами. Но сколько ни доказывай, ты ситуацию не изменишь. Или людей конкретно вы не измените. Для кого-то из вас это будет означать, что как побудительный мотив – искать дополнительные источники дохода. И вы придете к выводу, что да, мне нужно что-то изучать. Ну, кто знает, может быть, для кого-то новые технологии заинтересуют, или заработок посредством интернет, или какая-то ваша новая деятельность, которую вы прежде не занимались. А здесь вы как раз можете рассмотреть подобные варианты. Но это пока скрыто. Это то, что вы идете как вслепую пока. Поэтому искусство мелких шагов и дипломатия – это ваши надежные друзья и помощники. Ну и если есть такие искренние люди, они тоже вас поддержат. Дела, работы, бизнес. Но, видимо, деньги точно тратить на этой неделе не очень хорошо. Вам выпадает карта жадины. Нет какой-то динамики особенной на этой неделе. Семидневка – это не такой большой срок. И поэтому то, как у вас шло на работе в предыдущий период, где-то также и сохраняется. Может быть, и вы захотите что-то сохранить. Для кого-то из вас эта карта будет просто говорить, что да, есть то место работы, где ко мне приходит определенный доход. Может быть, у кого-то это пособие, может быть, у кого-то и пенсия, я могу это предположить, или то, что стабильно вот к получению. Но это небольшая сумма. И для кого-то из вас просто вы понимаете это с учетом верхнего ряда карт, что я сижу и жду, я ничего не дождусь, мне нужно искать что-то новое. Или как дополнение к тому доходу, который есть на данный момент. Но кардинальных изменений, которые именно в вашей бы жизни на этой неделе произошли, именно по части дела, работа, бизнес, я не вижу. Может быть, как раз то, что изменений-то нет, вас может подвигнуть, что нет, надо мне самому или самой двигаться вперед. Что же по финансам? Еще нам снова карта говорит: храни молчание, королева жезлов. Сильная позиция у вас, тем не менее, на этой неделе. Да, что-то не нравится, что-то не радует, может быть. Или какие-то новости. Вот вообще я не вижу в реальности никаких предпосылок до того, чтобы о чем-то переживать. Да еще и карта любви. Но, знаете, ведь это какая-то сплетня у кого-то может быть. У кого-то, да, та информация, которую нужно все-таки ей уделить внимание, продумать, что же это было, как минимум, стоит определенно. Тогда, по крайней мере, вы сделаете выводы в отношении того персонажа, который вам принес эту весть. Это тоже полезный навык. Но королева жезлов нам как раз и говорит о том, что королева имеет сильную позицию за счет того, что ее жизнь много раз как ставила на колени, и она каждый раз поднималась вновь. И вот этот опыт сделал ее мудрее, сделал ее сильнее. Она теперь уже не склонна себе навредить. Она умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. И вот этот черный кот, который изображен на коленях у королевы, он как раз и говорит, что она вам никогда правды не скажет. Так и вы, мои дорогие, ведь это ваша где-то карта, это жезл, это ваша энергетика, яркая, солнечная. И она говорит: храни молчание. Будет много информации. И королева жезлов как умеет распорядиться так и с деньгами, так и с информацией. Поэтому где-то деньги и информация. Вот это, наверное, то, что или чем вы будете заниматься, или то, что вам нужно знать, и как-то хладнокровно вот в этой траектории двигаться. Анализировать вам, мои дорогие, придется, потому что тут могут новости совпасть где-то с вашими важными решениями, как пространство вас к какому-то фарватеру может выводить. Или высшие силы, назовите это так. Но нет действий по королеве жезлов. Она сидит и думает. Личная жизнь. Карта вдохновения в этой колоде – это карта радости. Кстати, карта творчества. И для тех из вас, кто занимается как раз творчеством, для вас как новый приток вдохновения может быть на этой неделе. Вообще карта говорит о гармонии, о взаимоотношениях, добрых, искренних. И одновременно вопрос финансов, опять же, потому что рядом с нашей принцессой стоит кубок, а из кубка выглядывает рыбья голова. Это один из
символов денег, денежного довольствия. Поэтому для кого-то из вас будет ситуация «деньги есть» или деньги вашего партнера, или, может быть, какой-то подарок для кого-то из вас, мои дорогие стрельцы. Но хорошее настроение и какой-то позитив, как легкость на этой неделе тоже будет. Ну, видимо, какие-то эпизоды, может быть, и происходят, но вашего, мои дорогие стрельцы, в целом гомеостаза это не меняет. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.